тот вечер Сара Миллер работала официанткой на закрытом деловом приеме, где собирались люди, привыкшие оперировать цифрами с 8 нулями. Для гостей это был очередной ужин, для Сары – обычная смена, в которой она старалась быть незаметной. Немногие знали, что помимо английского, она свободно владела арабским, выученным еще в детстве в семье переводчиков. За центральным столом сидел Ричард Хоулт, мультимиллионер, инвестор с репутацией человека, который доверяет экспертам и не терпит промедлений. Рядом с ним расположились его финансовые консультанты и несколько гостей, представленных как представители зарубежного фонда. На столе лежали папки с документами, графики и планшеты. Все выглядело убедительно и дорого. Пока Сара разливала напитки, она невольно услышала разговор за столом. Формально обсуждение шло на английском, но между собой представители фонда время от времени переходили на арабский, считая, что персонал их не понимает. Именно в эти моменты Сара поняла, что происходит нечто странное. Речь шла о подставных компаниях, фиктивных гарантиях и переводе средств через цепочку счетов, которые должны были исчезнуть сразу после подписания сделки. Сумма, которую планировали вывести, превышала 200 миллионов. В их словах не было сомнений, только расчет и спешка, пока инвестор не задал лишних вопросов. Сара остановилась. Она поняла, что если промолчит, через несколько часов деньги исчезнут, а виновных будет невозможно найти. Она также понимала, что вмешательство может стоить ей работы, а возможно и безопасности. Но оставить все как есть она не смогла. Она обратилась к службе безопасности мероприятия, указав на ключевые фразы, которые услышала, и на документы, которые якобы подтверждали легальность сделки. Проверка заняла считанные минуты, но их оказалось достаточно. Финансовые аналитики, вызванные на место, быстро обнаружили поддельные печати, фальшивые регистрационные данные и цепочку счетов, ведущую в никуда. Сделка была немедленно остановлена. Людей, представившихся партнерами, задержали для дальнейшего разбирательства. Ричард Хоулт впервые за много лет понял, насколько близко он подошел к катастрофе, даже не подозревая об этом. На следующий день информация о предотвращенной афере не попала в прессу. Репутацию инвестора решили не подвергать риску. Но имя Сары стало известно узкому кругу людей, которые привыкли ценить не громкие слова, а своевременные поступки. Она не стала знаменитой и не дала интервью. Зато через месяц Сара уже не работала официанткой. Ей предложили место в аналитическом подразделении одной из консалтинговых структур, именно за способность слышать то, что другие пропускают. Иногда одна фраза, произнесенная вовремя, может остановить потерю сотен миллионов. И иногда именно тот, кого никто не замечает, оказывается последним барьером между аферой и катастрофой.